Мотоблок закинули. Все необходимое закинули. Овес. Семена там еще Макс нам посоветовал. Ну, Максим, в телеге мы общаемся. Кореш наш, мы дружим. Конечно, дружим, сало присылал. Максим посоветовал семена этой кормовой свеклы купить. Попробуем ее посадить. Ну, кабан, скорее всего, не даст вырасти. И ну, какую-то часть здесь посадим у нас на территории. На переломочке решили здесь поехать по старому маршруту нашему. Тут колея, и в разрез не получится. Она не помещается, ее рвет. А здесь потихонечку проедем. Это старая наша дорога. Потом Ванька вот здесь пропилился, на джимике ездил. Вот эта яма глубокая. Сейчас пропилимся. Братцы, добрались мы вот до поляны, до такой. Не знаю, как нам получится спахать, но хотелось бы, чтобы у нас получилось. И думаю, зверю будет приятно в такой атмосфере питаться. Красота неимоверная. А поле это рукотворное. Я как-то давно снимал, у нас вот здесь... Это или почта старая, или что. Здесь бы с металлоискателем побегать. Многие бы искатели сокровищ каких-то хотели бы здесь, конечно, чем-то поживиться. А мы с мотоблоком. Сейчас попробуем спахать. Но вот это ясень, от него корни очень сильно далеко распространяются. Может не взять. Ну как получится, друзья, как получится. На крайняк мы там еще места проезжали около дороги. Может быть там получится. Наше поле, которое мы в прошлом году садили, там проблем никаких не возникнет. Нам нужно еще поле засадить, чтобы зверь как можно больше питался, чтобы держался здесь. Вот вход тут был, да, вот крыльцо. Чем они это все вот это скрепляли, вот этот фундамент? Или глина такая, или что. Ну вот держится, представляете, столько лет, там, сотня лет прошла. И все это держится. Вот эти тумбы. Какие уже деревья выросли. Вот, смотрите. Вот, 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 вот. Огромное здание было по таежным меркам. И тут такие ямы, ну, есть какие-то постройки, может, землянки там еще были, знаете. Ну ладно, нам выгружаться и работать. Ребята на рыбалке. Мы первый раз, когда сюда заезжали, мы вот это местечко, конечно, проморгали. А так, представляете, вот какая красота, вот пасека, да, вот стоит. Ну, у нас и там неплохое место, справедливости ради, надо сказать. Ну, а тут все готово, все ровно, все. Это люди все делали. Если парень твой с двухстволкой, не спешите жизнь ломать. Пусть красив, силен и статен, да любой работы зол. В девках мать мне говорила, прочь беги, задрав подол. С виду будет все пристойно, дети дома, очаг, семья. Но скотина, школа, гости и работа вся твоя. Ошибаются, бывает, но не надо только врать. Ты прослушала на свадьбе то, о чем твердила мать. У него по этой жизни есть две страсти, две любви. Это ты, ну и охота, хошь дели, хошь так живи. Он вам с ней не изменяет, любит полную душой. На недельку к ней сбегает.
порежешь палец, не разденет тебя взглядом злой араб-засранец. Приволок полтонны мяса, центнер рыбы и грибы. Он заснул, а ты полванны тех грибов перебери. Полон дом стоит, как чаша, соли много, есть овес, и детей он очень любит, он им ежика принес. Чищу рыбу или мою ванну полную грибов, и ловлю себя на мысли, что хватает мне белков, что все эти консерванты, заготовки кабала, словно бы до нашей свадьбы я голодною жила. Вот стоит, потупив очи, все на кухне починил. Вижу, что-то для охоты втихомолку прикупил. Виновато мокрым взглядом что-то там себе мычал, что такую, как я, дуру, он себе всю жизнь искал. Все наметили по плану: театр, опера, балет. Убежать из-под конвоя у него надежды нет. Как побитая собака у окна сидит, глядит. Я смотрю и понимаю, вижу, что душа болит. Все, свободен, испарился он из сердца, с глаз долой. И не порти жалкой миной мой законный выходной. Ах, охота, ты любовь и страсть моя. И откуда появилась эта редкая фигня? Ты запомни, дурачок, в женах ваша сила. Я люблю и поняла, а она не отпустила. Очень большим слоем засыпали овес, не жалели. Хотел сначала граблями заборонить там, а потом что-то начал, ну, вот за эти корни цепляешься, сил много уходит. Решили мотоблоком пройтись еще, ну и тут опять намотало, и не стали чистить. В общем, глубоко не надо рыть, а сверху, то чтобы вот так закопать немного овес. Ну, я не знаю, может быть, еще сейчас слой просыплю. Лишним, наверное, не будет. Друг друга он там не задавит, скорее всего. Ну, такая физически затратная процедура. Ну, это вот это первый раз, да? А вот на то поле поедем, которое в том году высаживали. Там все очень быстро произойдет. Я там с рыбалки вчера шел, проходил, рукой так отгреб солому прошлогоднюю. И все, и там такая рыхленькая, овес достаточно хорошо, ну, взрыхляет почву. Поэтому там все намного проще произойдет у нас. Здесь, да, и уже эти корни не стали уже, ну, они просто лезут и лезут. Сколько раз вот пройдешь мотоблоком, они вылезают. Они сейчас перегниют, и не будет и следа на следующий год, скорее всего, от них не останется. Ну все, а Жека там нашел чернозем. Хотим там посадить свеклу кормовую. Здесь уже решили полностью овсом засеять, чтобы путаницы никакой не было. Ну, мне предстоит сейчас вот в очередной раз почистить. Ну, поправите, да, ножи, фрезы, что это. Вот. А чистить довольно долго, потому что это корни, все это намотано, надо разрезать. Вот это земля, да? Ну, сейчас
прям чернючая прям. Вот это земля. А что ты, ну мотоблоком шарахнем тут, да и все, или что ты? Ни корней же, ничего. Под углом будет. Нормально. Мне что-то им понравилось. Я правда. Можно продлить до конца. Ну. Сейчас И убираем. все, и засадим. Я пойду почищу пока эти ножи эти. Или как их, блядь. Посадили свеклу, но не всю. Тут где-то засажена 1/3. Семян немного не хватило. Почему-то думал, что в пачке побольше. Но я там привез еще семян. Надо их только найти. Большие пачки. Еще сюда засеем. Как раз такой уклончик. Солнце тут хорошо прогревает. И чернозем. Скорее всего, на это поле, друзья, будут медведи ходить. Мне так почему-то кажется. Ну, я хотел несколько полей засеять в этом году. В этой стороне мы вообще не охотимся. Тут вообще им спокойно. Если там мы, допустим, с собаками рядом с полем проходим, и они на отстой гонят зубрей, то в эту сторону мы вообще не ходим. Нет у нас охоты тут. Ну, потому что там хватает как бы. А лишнее зачем? Посмотрим, поставим фотоловушки. Скорее всего, мишки будут ходить. Гамми. Пусть мишки ходят. Жека, а где эти артефакты, которые нашли? Да, зачем? Угу. Смотрите, друзья, какой топор, да, кованный. Вот еще штырь какой-то. Все уже сгнило наполовину, да? Вот сколько ему лет, черт его знает, да? Это колунчик какой-то или что это? Тяжелый. Ну, шлифанем, посмотрим, что там ржавчина скрывает. Интересно. Неудобно снимать, если цепляешься, твоим лицом. Только отъехали от поля. Ну вот буквально мы тут
100 метров. Я ездил в прошлый раз за овсом, следов не было. Мишка прошел. Вот такой буряк. Не сильно крупный, не сильно маленький. Злату только закинули, выпрыгнула. Ходил смотреть, что мы там сеем. Друзья, пришлось ехать обратно на пасеку. По какому-то нелепому стечению обстоятельств взяли вместо овса корм для курей. Так и ездим туда-сюда по убитой дороге. Единственное, что хорошо, она сухая, ехать легко. Добрались до пасеки. Тут все шевелится, дым идет, в избе полы выметены, все чисто. Все хорошо. Мужики с рыбалки вернулись. Ну, еще до этого. Сейчас Толя. Толян, ну чё? Ни хера себе, полторбы. Хорошая, да, мормышечка? Хорошая. Да. Я отвязал второй поводок, так ебал. А, мучится, да? Ты поставил вот эту кембрик только красненький. Да. Но путался. Один такой хороший сушой. Ветки весь день. Ну, если всех ловить, то что, конечно, ничего страшного. Так, сейчас тут еще покажу. Тёмыч такую вот конструкцию соорудил. Но нам надо ее повернуть туда, в ту сторону солнца, мне кажется. Больше вот оно вот так встает, вот так идет, 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 идет. А тут уже все. Тем более сейчас листва распустится и тут будет тень. Да и здесь листва. Ну, 150-я панель. Тут не каждый же день пользуемся светом. Ой, как тут жарко. Вот, контроллер заряда. О, он конченый, аккумулятор этот. Жалко. Конечно. Ее прижимать надо. Еще раз, конечно. Ламку эту что маленькую, да? Так, а это что?
Проветрить можешь? Что там, Лех, с водой нормально? С водой нормально, я окна открыл проветрить. Я не знаю, кто пойдет мыться, не пойдет. Закройте. Баня сегодня холодная, однако. Златочка нас с утра прогнала тут. Лает и лает, лает и лает около пасеки. Вон он, соболек. Попробую как-нибудь потом приблизить на самом верху. Ну ты пошевелись хоть, бродяга. А то тебя не видно. Он чуть-чуть шевелится. Такой думает, хера ли тебе надо? Я уже не выходной. Златонька. Молодец моя. Молодец. Ну все, пошли. Пошли домой. Молодец. 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 Все, успокаивайся. Все, они нафиг сейчас не нужны. Молодец. Моя умница, моя девочка, умница. Все, успокаивайся. А отсюда вообще не видно. То есть... Пошли, Злат. Пошли, пошли. Она ничего понять не может. Как так? Я же работала, вон он сидит. Пошли, пошли, пошли. Златонька, пошли, 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 пошли. Все, пошли, не нужен. Пошли. Злата, пойдем. Пошли. Пошли. Вот бедненькая. Думает, я же работала, я же загнала. Пошли, Злата. Пошли. А у нас на пасеке окрошка сегодня будет. О, сколько курицы нанесли яиц за ночь. В леднике почему-то неслись, да? Ну. Там попрохладнее. Ага. Сегодня мы поспорили. Я сказал, 5 яиц будет. Кто? Миха, ты что, тоже 5? Да, ну уже 2 есть. А ты сколько? 4. 4? Или 4. 4. Ну ладно, еще не вечер. Ага, 2 есть уже. Уже кипит, Мишанька. Мне кажется, кипит. Ну давай посмотрим. О, Ну да, сейчас еще. лимончик у нас там. Веточки. Открывай. Вот такая красивая крошечка у нас на лимончике. А я уксус еще принес. Готовил Михаил и Григорий Иванович. Не знаю, чей это рецепт. Ванька, по-моему, тоже с лимоном готовит. Однако дождик будет сегодня. Пчелы злые, ветер, порывы сильные. Будет дождь. Мы приехали на наше первое поле, которое в том году садили. Ну, тут зверь ходит, потоптано. Кабани по рыбке. А так, ткнулся носом, да пошел. Ничего интересного не нашел.
Засадили поле. Или засеяли, как правильно. По-любому поправить туда. Хоть кто даже и не садил, и не сеял. В общем, ушло у нас чуть больше мешка овса вот на это поле. Ну, не маленькое поле. Сейчас еще время будет, если мы торопимся. Тут, скорее всего, дождь сейчас будет. Торопимся. Вместо того, чтобы граблями воронить, баронить, опять же, та же эта история с поправлениями. Вместо граблей решили так пройтись мотоблоком по верху прям, без заглубления. Там еще немного овса осталось, раскидаю. Ну и все, если время будет, вот здесь вот сейчас еще спашем. Вот тут полоску, наверное, и эту свеклу посадим кормовую. Семян этот раз много взяли. Ну, если успеем. Да, успеем, скорее всего. Время 5 часов, это так стемнело просто из-за туч. Ну все, чуть-чуть расширили его, немножко побольше оно. Так-то бы вообще бы его расширить полностью, вот так засеять. Ну, мотоблок справляется. Вот Редверк там нам изначально говорили, маленький, не вывезет, сдохнет, сломается, заклинит. Ничего, нормально, работает. Это здесь мы второй год пашем им. А там вот вчера, вот, допустим, вообще по целику там и корни, и там что только не было, кирпичи, камни. Справился нормально. Сегодня я пахал, как бы несложно. Ну, земля не такая рыхлая, хорошая. Можно работать. Сейчас пойду солонец поснимаю, который нужно было травануть. Да мы, наверное, проще сделаем. Вон сидушка, вон она старая. Мы ее уберем. Ну, это не наша сидушка, мы бы такую не делали. Это уж чересчур что-то. Рассказывают, тут где-то 71-й, еще в советские времена. Ехал полный солью. Застрял, и они вот засолили вот это место, и до сих пор зверь ходит. Ну да, тут все истоптано, тропы туда. Чуть попозже будут тропы оттуда на поле. Ну, ходят они по старой памяти. Соли-то нет, они так потопчутся. И все. Ну, вон сидушка, он Ванька как-то козла там снимал, сидел в дождь. Он вот отсюда пришел. Ну, косулька. Косули много. Ну, зебри тоже. Сидушку уберем, да и все. Чтоб никто плохого не говорил, что овсяное поле для того, чтобы стрелять. Ну, у нас вот такое поле. Где-то в больших охотхозяйствах, где штат егерей, трактора, там техника различная, там большие поля. Ну, там и скратки какие-нибудь, там засидки. У нас вот такое поле. Мы этому рады. Даже такому. Даже таким уже можно сказать. У нас 2 теперь поля. Сейчас солому соберем с собой. Пару мешков. А тут вот свеклу посадим ряд. И вот потом от кабана вот такая же борозда будет. Как он ее съест с удовольствием.
В общем, тут для эксперимента еще граблями прошли половину поля. А здесь уже не стали. О, до солонца сходил клещ. Вот. Тут уже не стали. Посмотрим, где какая разница будет ну, в всходах. Как сходить будет лучше. Да, мне кажется, овес он неприхотливая культура такая. Что так взойдет, что так. Разницы никакой, наверное, не будет. Мне кажется, тут будет быстрее только из-за того, что здесь солнце больше будет падать. Здесь больше тень. А так потом и этот вырастет тоже. Мы прибыли. Тут что-то движуха какая-то. Ох, ничего себе, вы что придумали, а? Это вы молодцы. Так, у нас ребятки сегодня вон что сделали. Сняли сердце со всеми потрохами. С нашего снегохода мы нашли очень качественный сервис. Будем отправлять туда на диагностику. С ним было все в порядке, но лучше отправить. Там ребята профессионалы высочайшего уровня, поэтому лучше, чтобы они посмотрели. И все, и на следующий год у нас малыш в полной боевой готовности будет. Но, к сожалению, у нас таких сервисов нет, придется отправлять далеко транспортной компании. Мужики сегодня сняли. И ставить, скорее всего, будут тоже они. Мишка возьмет отпуск за свой счет. Ребята заболеют. Коптилочка работает. Первая партия рыбки уже на столе. Прекрасно получилось. Очень вкусно. Мясо красивое. У рыбы нитритная соль дает о себе знать. Она такая, скоростна такое мясо. Тут у нас что-то тоже сеет. Паха, что садите? А? Шпинат с укропом. Каннабис, да? Давайте, давайте. И промеж, он на таком расстоянии надо. 20-30 сантиметров. Так, Паха, ну-ка не мусори, у нас нельзя. И это. А промеж них, короче, укропчик. Ага. Зелень. Че, как к августу, как думаешь, созреет? А чё он, ну как он? Где эти картинки? Да вон. Ну, на картинках и посмотрим. Я видел. Шпинат? Матадор. Нет, ну, видел, но никогда. А мы, знаешь, мы как-то один раз, у нас все семена, что были, мы в теплицу посадили еще до этого. Ну, другой этот тент был этот, чехол. И он вырос, понял, мы не знали, что это шпинат. Попробовали, такая вещь вкусная. Я и, ну, Салаты. салат, да. Салаты, да. Да, он очень вкусный. Соленья там, да. У него он не просто там, знаешь, как этот, как салаты вот растут, ну, безвкусные, а у него свой вкус какой-то. Ну, мне понравился. В том году садили, и он нифига не взошел. Его травой забило. Паха, ты запоминаешь вообще все? Так потихо, тут
Ты подвыпрямился немного уже. Тут это, я ж копал лопатой. Я же здесь что вскопано, я столько камней повыкидывал. Корни, камни, Ага. эти. Ну это вот от этого ясеня, который у нас завалился, мы его остатки убрали. Здесь торчат, я их выдирал, как шоу выдирал. Ага. Вот, и брал их туда нахуй. Обратно. У нас ясень Вот он. он поломало ветром, мы остатки спилили. Вот они, видишь, торчат. Угу. Я специально на воздух оставил. И ольха вот эта вот упадет наклоненная как раз на теплицу. И что с ней сделать? Вот черт, вот теплицу разбирать когда. Ну, она завалится. Григорий уже, наверное, сны смотрит. Он, наверное, часа 2 назад приехал. Так, друзья, добрались мы. Немного грязь бил. Тут была возможность, Сергей Викторович, надеюсь, не будет ругаться. Мишаня, ну чё, как впечатление? Очень классно. Дорога хорошая, да? Дорога хорошая. Запоминающаяся. Ехать можно, вот дорога вообще. Это чё? А, это Толяна. Это поляна. Так, что там? Тише. Без травм. Все, забрал. А я не помню, я рыбу показывал вообще. А, она вся завернута, да? Завернут. Так, ну вот рыбка наша копченая. Вот поподглядываем. Это мясо, по-моему. А, это еще зимние запасы наши соленые. Вот сейчас я покажу. Покажи. Как она открывается. Вот. Ну, конечно, это высохло. А так, когда блестело еще, да? Вот. Ну да. Вакууматор наш что-то не справился. Пакеты большие сильно под него. Так будет вкусненько. Мишань, ну надо съедать быстро это все. Это все Ты сегодня, сейчас пока сегодня доедешь, это всё слюной уйдет. глотать будешь. Сегодня все это уйдет. Так, Миха, ну ничего, ни о чем не сажай, о рыбалке. Ты же, Нет, вообще ты же хотел порыбачить. Ну, Так так я же порыбачил. Один день. Собирался-то на неделю. Порыбачил, все хорошо. Классно вообще. 100 лет так не ездил. Не каждый день, да, Леха. Связь. Да, давай, братан. Давай. Дичунел. Будете у нас на Дичуне, милости просим. На окрошку. Давай, Мишань, доедешь, шуманешь. Да, ну я отпишусь, либо шуману. Давай, ага. Так, следующий. Толяна сейчас Тёмыч увезет на Мерседесе. Видал, какая точила. Мерин, да? Маленький, аккуратненький, вместительный. Пробник. Пробник Мерина. Махонький. Вырастет, джипом станет. В общем, у нас, как вы уже поняли, смена караула. Недели 2 назад Толя на связь вышел по голосовому. Женю попросил сказать, что выезжает. Может быть, с Жекой они не нашли общий язык. Тяжеловато с ним.
как мне кажется. Может, по какой-то другой причине. Привез Пашу. Ну, Паша, он у нас жил, кстати, этот Паша вместе с Володей еще на старом зимовье. Где-то лет 7, наверное, назад. Ну, так, он кайфарик всю жизнь такой. Не то, не все. Он и особо не работник, он так. Ну, сказал, если вот сможет собакам варить, то сможет. Нет, так может. Прям я ему предложил, что если не понравится, можешь этот же заезд вот сразу со мной обратно выезжать. Ну, остался, говорит, долго продержусь. У него опять план, как и в прошлый раз, очистить организм от алкоголя и попробовать устроиться на работу в поезда. И в прошлый раз я это слышал. И вот 7 лет назад это было, и сейчас прошло опять тот же самый план. Он почему-то обречен на провал. Вот, ну а так я устал уже с ребятами, которые подвержены влиянию алкоголя. Тяжело. Вот, по 2 недели. Я все понимаю, можно выпить вечером, посидеть. Ну, 2 дня. Ну, когда это происходит неделю, 2, и как на иголках, что там произошло, себя загубили или еще кого-то сожгли, там это тяжело. Я поэтому вот обращаюсь, если у кого-то есть возможность приехать, я вот, ну, приглашаю. То есть условия все наши вы видите, они на глазах, никакой каторжной там работы, никаких рабов там ничего нету. Вот как на своем доме вот человек живет, вот так предлагаю такие условия. Какие-то подробности можно обсудить уже в телеге, напишите. Я знаю, что есть ребята, которые уже, ну, просто устали, знаете, вот дом, работа, все, работаешь ради работы. Получил зарплату, деньги кончились, и в жизни просто люди есть не видят. Может быть, такие люди есть. Ну, вот с ребятами, которые не могут совладать с алкоголем, тяжело. Вот эта все тема, вот это вот не вози то, не вози это, не вози дрожжи, сахар, это все не работает. Все не работает. Тут уже дошло до того, что они по WhatsApp списали с одним там. Я с ним тоже поговорю. Я тебя найду. Мы с тобой встретимся, тут поговорим. Вот, списались, и он там им уже привез. Они съездили на переломки, ну, встретили. Ну, не суть, как бы. Не этот приедет, так другой приедет. Просто так не может дальше продолжаться. Так что, ну вот, в принципе, все, что хотел сказать, сказал. Ну, ладно, друзья, такая поездка у нас. Через некоторое время поеду снова. Ну, куда ж я денусь. Ладно, все. Берегите себя, близких. Всего доброго, друзья.